Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня будем прокачивать Паула на 7 уровень и заодно тестировать его в командных боях. Посмотрим, конечно, как он будет там играться все-таки. Ну, командные бои, конечно, дело такое, на таком рейтинге тестировать особенно, да, но посмотрим, получится, не получится. По 7 уровню-то, в принципе, ничего особенного прям такого нету. Просто берем, прокачиваем, как бы 3000 хп, но это уже неплохо. На 7 уровне это достаточно такой неплохой показатель. Я, к сожалению, не смотрел, что у нас по 10 уровню будет по хпшке, но вы можете, в принципе, посчитать, там, сколько, по 15% за уровень, да? Это означает, что вот это вот 3000 просто на 1,15 3 раза надо умножить. И, по идее, ну, по скаляции, конечно же. Прошлое число умножаем опять на 1,15, и так будет до 10. И такие вот цифры у нас будут на 10. Прокачаем сейчас вот это вот все, заберем один смайлик, вот этот прекрасный, надеюсь, он бесплатно, вроде как был когда-то. Итак. Ну, кстати, атрибутов неплохо здесь получим и очень много урона получим. Это тоже очень важно, потому что не хватает сейчас Паула ни атрибутов, ни урона, чтобы как более-менее, так знаете, раскрыться, да, как персонажем. Поэтому сейчас будем это все прокачивать. Осталось еще 2 атрибута и смайлик. 8 уровень будем брать уже в следующий раз. Как говорится, все постепенно, да, чтобы немного привыкать к персонажу. Вот такой вот смайл, блин, в очечах каких-то, модный. Кстати, по смайлу, типа, он, смотрите, бежит очень быстро, да, все дела такой, типа, спидранер у нас получается, Паулу. Опять же, распределяем атрибуты. Для дробовика, ну, блин, 7% дальность или 3% перезарядки. Но я думаю, 70% дальности будет выгоднее. Блин, какой у нас дробовик? Длинный ствол. А, у нас дабл дробовик, ну да, тут без вариантов. Я уже забыл про Паула совсем. Буквально пару дней не играл, да? Бывает, бывает. Итак, дальность копья у нас, в принципе, копье у нас, кстати, на дальний бой неплохо, но 3% перезарядка или... Не, ну 7% дальности это будет имба. Берем копье, конечно, и у нас гранатка. Радиус 4% или перезарядка 3%. Я считаю, что перезарядка будет все равно выгоднее пока что, потому что все равно, ну, нету предметов нормальных сейчас. Хотя я еще буду играть в командные бои, мы будем менять сборку, но посмотрим. Так, ну давайте. Раз такое дело, поменяем сборочку. Мне выпал дефибриллятор. Не знаю, откуда он выпал, но уже как бы это не важно. Главное, что он выпал. Поэтому сейчас мы его нацепим вместо ботинка. И вот, думаю я, сейчас буду играть, в принципе, 7 уровнем на 50 рейтинга. Какие мне там сильные уровни могут попасться? Да никаких, поэтому, скорее всего, нужно что-то брать на дополнительный урон или дополнительный отхил. Под хилу, ну, тут есть кофе, ну, кофе для Паула, мне кажется, не такой сейчас... Ой, кофе, зубы вампира. Не такой сейчас хороший вариант. Ботинок, как бы... Ну, в принципе, можно, но я думаю, мне пока что хватит своей скорости, поэтому хочу вот взять тройные гранатки, да. Ну, любитель я тройные... Оу, май, а у меня сандали святого. Так, берем их. Ну, блин, 6 уровень, офигеть. Еще одни сандали выпадут, и можно будет... То есть, вы понимаете, они же выпадают сначала 5 уровня, то есть, сколько мне уже нападало. А это золотых, кстати, сундуков падает, такие небольшие золотые сундуки. Может, в магазине сейчас покажу вам. Где тут сундуки? Вот, ящики. Вот такие вот сундуки. Вот с них хорошо сыпет прям предметами золотыми. Это очень радует. Хотя тут, как бы, максимум предметов 30 и по 20% на золотой. На легендарный, например. Как бы проценты маленькие, но как бы сыпет неплохо, на самом деле. Так, ну и отправляемся в боец. Хватит этих предиктов, да. Посмотрим, на что сегодня будет способен Пауло. Опять же, персонаж интересный. Тут сейчас будет много новичков. Поэтому будет весело. Ну, 5-й Брюс. Бахаем. Опять же, нужно привыкать к тому, что бахать нужно спиной. То есть всегда нужно либо обойти противника, либо пробежать его насквозь. И тогда бахнуть. Ну, типа вот так вот проходишь. И бахаешь красиво, и побежал. Опять же, нужно использовать всегда активный навык для того, чтобы ускориться резко. Это вот нужно держать в голове такую мысль. И тогда будет все хорошо. Вообще-то, да. Ну, кстати, вот. И попрыгали. И попрыгали. И попрыгали. Не, ну прикольно, да? Офигеть, какой же прикольный. Тут у нас... А, ботик. Я думал, тут противник бегает. Опа. И увернулся. Кстати, да, для воротов тоже нужно будет использовать. То есть, знаете, это вот такой вот навык, который реально почти будет использоваться 99% времени. Ускор дает? Дает. У вороты дает? Дает. Урон дает? Дает. Используй хоть 10 из 10 раз. Погнали, там с кем-то дерется. Кенгуру. Так, у нас все тут, видите, с модными смайликами, да? Прям модная самая команда. Соседи опять начинают сверлить, как бы, да, ну... Новый год скоро, да, надо же посверлить, конечно же. Конечно же, как же без этого, да? Подарочки на Новый год, все дела. Ой, любители. Любители.
сверление. Как же без этого? Ладно. Подождем сейчас, не знаю чего. Просто побегаем. Давайте через фонтан попрыгаем. У меня есть красивый фонтан. Давайте через него прыгнем. Уи. И все, назад уже сбросилось ускорение, к сожалению. Но можно сделать вот так вот и опять ускориться и побежать. И 4 секунды... Как-то 4 секунды слишком длинно проходят, да? Смотрите. Ну... Какие-то длинные 4 секунды. Тут точно не 4. Секунд 5-6 прошло, как минимум. Ну да ладно, в принципе, побегаем. Пока что так. Остался против нас еще один сквад. Не знаю, сможем развалить или нет. Как бы... Гранатка, кстати, неплохая все равно по радиусу. Посмотрите, полностью мост закрывает, да? Поэтому, в принципе, норм. Ну и дробовик. Кстати, смотрите на дальность дробовика. Уже достаточно годный. Опа, минус Лиська. Домой. Не достреливает. Кстати, дробовик здесь не такой, как они... Видите, он какой-то не такой, мне кажется. Или такой, как у змеи. У змеи, мне кажется, как-то он бьет с небольшим багом на дальность. Типа, он бьет, но потом еще долетает и добивает, как бы, да? Я в этом плане, типа, вот вы сюда летите, как бы анимация заканчивается, но бьет он чуть дальше. А вот сейчас я тоже то самое делал, вроде... Во что я тут, в бочку стрелял или что-то, не помню. Достать вроде не мог. Где противники, я не понимаю. Где все? Где все? О, Брюси кого-то нашел, что ли? У меня же сандали святого, точно, я и забыл. Опа! Массовый удар, кстати, если чё. То есть забежали, завалили. То есть, вот понимаете, можно так очень жестко контролить массовым ударом. Офигеть. Мне кажется, что он будет очень годным. Что в командных, что в соло-боях, за счет... Вот просто достать мне первобытный инстинкт и все. Сандали святого и... Блин. Какой же он классный будет. Ему 4 слота по-любому надо будет делать. Вот по-любому 4 слота и... У него скорость, у него куча уронов, у него средняя дистанция и ближняя от гранат, да? И дробовик с большим радиусом. Ну просто, ну он же красавец. Он реально позволяет очень много делать. Ну посмотрим, как говорится. Сейчас это не показатель то, что я сейчас играю. Это чисто, знаете, так вот, немножечко пощупать персонажа. Посмотреть, что он может, там, потыкать в него палочкой, так сказать. Наверное, чуть позже я попробую апнуть на нем сразу вот на 7 уровне. Ну или на 8, не знаю уже. Будем апать 1000 рейтинга. Как-нибудь через задротство так. А, человек, куда я от команды убежал, да? Что-то я это вообще... Ну, блин, по привычке уже. А это неправильная привычка. Нельзя играть без команды. Нужно играть с командой. Команда это святое, как говорится, в командных боях. Правда, что-то мне не идет. О. 3 копья залутал, офигеть. Так, давайте ускоримся немного. У меня, естественно, сандали святого есть. Вот, кстати, не дают они ускорения, ну, сразу на этого. На пассивку сразу ускорения не дают, поэтому это минус, конечно, но и так, в принципе, ускоряется, видите, неплохо. Что-то с этими ребятами не очень, они как бы немножко не понимают, что делать красный круг или что. А может им только что выпало Яра, они радуются. Выпадение этого прекрасного персонажа, погнали. Вот видите, как-то, знаете, зашел в первый уровень, да, они как-то играют более командно, что ли. Вот вы это видите, да, играешь, блин, на 1200 рейтинга, там командной игры вообще нету. Тут играешь, почти командная игра идеальная. Ну, почти, да. Ускоряемся, погнали. Если бы еще они играть умели, было бы прекрасно, но... Они играть не умеют. Кстати, немного оттолкнул, или мне показалось. Или показалось все-таки. Блин, они бегают с красным уроном. Ну, кстати, кенгуру здесь. Ля, какой дерзкий, жесткий. О, этот включил, смотрите. Тут 3 склада, получается, с нами сейчас дерутся, да? Не, ну блин, какой же он жесткий за счет этого прыжка. Это можно уворачиваться от гранат, от всего, что хочешь. Капец, как же они быкуют на меня. А я ничего сделать не могу, самое прикольное. Вот просто первый, вот, вы видите, да? Вот о чем я всегда говорил. Первый уровень разваливает 7-го на изи. Вопросы. Вопросы. Кто там говорит, что это неправда, все подкручено, ты наговариваешь. Вот оно, ребятки. Просто челики, мне один выстрел делать, у меня по 3 хп слетает. Какой урон на первого уровня может быть? 300. 300 урона, да? А у меня 3000 хп, мне надо 10 ударов так сделать, чтобы снести фулл хп. А они мне сносили фулл хп за 3 удара. Вопрос, как? Как 3 первых уровня могли так сносить? А? Вот именно, что я тоже не понимаю, но вот такая вот игра.
Опять же, тем этим всем людям, которые не верят в то, что у нас в Зубе вот такая вот фигня есть. Вот она, ребята, так сказать, на видео записал, смотрите. Понимаете, да? Давайте закончим сейчас в этом прекрасном бою победкой. Победкой. Опять же, нужно просто немножко играть адекватней. Ну, кстати, видели, урон нанес. А мне нанес задержкой урон. Кстати, странно, что это урон задержка наносит. Но вот видите, я ему сношу с одного выстрела только треть хп. Офигеть, да? Вообще ни о чем. Зато ботик меня сносит, офигеть. Жестко. Так, похилимся сразу. Там панда заберет еще одну аптечку. Панде ж нужен дробовик? Нужен. Наша команда убежала, погнали. Да, как бы, да. Сказал, что эта команда играет, ну, на лоу-левелах играет больше командной, да-да-да. Больше команды. В каком месте больше команды играет? Кто бы знал. Ой, а что такое? А что такое? На тебе вам дабл дробовичок. Получите, распишитесь, как говорится. Еще на тебе дабл дробовичок. Бобер, ты куда? Не убежишь. Ресаем нашего друга. Тебя убьем, всех убьем. Не переживай. Играем командно, как говорится. Бобер опять... Вот бесит. Немножко я еще не привык к этому персонажу. Нужно привыкать. Притык промахнуться, да, это надо уметь. Дважды. Трижды. Просто, ну как это работает? Ну почему я такой меткий? Я не понимаю. Как же он меня задолбал уже. Еще эти соседи сверлят. Что ж с вами всеми не так? Что с вами всеми не так? Почему? Вот. Ладно, проехали. Просто проехали. Давайте похилимся. У нас здесь, в принципе, все хорошо. В бочку сяду, там Олег возьмет. Смотрите, как завис красиво, да? Бобер здесь еще живой. Его бы убить. Но теперь у меня есть гранатка, теперь будет побольше урона. Сейчас можно будет догнать бобра одним прекрасным методом. Перепрыгивание через препятствия. Бобриша, что такое? Че стенки не ставим? У тебя же они есть. Непонятно. Бобер не любит, наверное, стенки ставить, поэтому по этой причине он только что умер. Давайте играем вместе. У нас панда что-то там, кстати, завис, непонятно что у него. Друг, ты что ты делаешь? Хватит кусты есть, пойдем, братан. Любитель кустов. Панда обжора. Все нормально. Все. Красавцы у нас тут играют. Видите, приятно. Вот, чтобы были такие на 15 уровне союзники, было бы прекрасно. Хоть и они вот, знаете, играют еле-еле. Посмотрите на них, ну просто, ну, текстур как-то стреют. Это вот все. Миленько, миленько. Но при этом они стараются. Блин, какой же меткий. Как мне это нравится. Ля, какой стан он кинул. Чтобы у меня хоть раз так в командных боях лев стан кинул на 15 уровне. Да никогда в жизни. А этот, смотрите, подошел. Красавчик просто, на. Блин, как же их так много. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот и все, вот я и накосячил. Ох уж я косяк. Ну, не бывает, значит, топ-1. А, блин, там изи было. Ай. Посмотрите на эту мертвую мордашку. Мертвая мордашка. Ну, вот такие вот дела, ребятки, да. Вот видите, тоже ребята молодцы, играли вместе, командно и победили. Всегда приятно за такими наблюдать. Вот ради этого играешь в зубы. Ради того, чтобы получать вот эти прекрасные эмоции. Ну, они... Те эмоции, когда твоя команда все разбежалась, ты умер, и ты горишь, и, короче, как обычно, да? Ребятки, на этом закончим. На этой прекрасной ноте. Как вы видите, Пауло имба, да, аж целых 2 боя проиграл, красиво. Ну, это мои ошибки, тут ничего такого прям нету сверхъестественного. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.